Всем привет! В эфире Metal Detector. Друзья, 22 января поступит в продажу замечательная настольная игра, посвященная рок-музыке Rockstage: A Path to Fame. И у всех вас пока еще есть возможность приобрести ее с грандиозной скидкой. О том, как это сделать, я расскажу в этом небольшом анонсе. Не упустите свой шанс. Ну а впереди у нас, как обычно, много новой и интересной музыки. Смотрим! Открывает обзор молодая и бодрая банда из Дании. Это дебютный полноформатный альбом команды, исполняющей качественный альтернатив-металл. До его издания музыканты записали 3 мини-альбома и выпустили поразительно большое количество клипов. Помимо красивого и сильного вокала, в музыке группы можно выделить запоминающиеся гитарные рифы и весьма неплохие электронные вставки. Еще один дебютный полноформат, на этот раз от команды из Италии. По определению критиков парни исполняют альтернатив-металл, однако лично я бы к этому прибавил прогрессив и стоунер, а местами и краст. Уникальное звучание группы заключается в ее составе. Это вокалист, ударник и 3 бас-гитариста. Одним словом, это очень удачный экспериментальный диск, пропитанный мощной энергетикой, которая не дает заскучать слушателю на протяжении всего альбома. Молодая и мощная группа из Дании записала дебютный полноформатный альбом. Команда исполняет смесь таких жанров, как гранж, хард-рок и стоунер, а сами музыканты называют свое направление Dark Grunge. Музыка банды завязана на жестких гранжевых рифах, перегруженных гитарных вставках и сильном и мелодичном вокале. При прослушивании диска отчетливо наблюдается звучание 90-х, в которое красиво вплетены современные роковые элементы. А на очереди вновь дебютный полноформат, который представляет молодая и амбициозная альтернатив прогрессив металл банда из Германии.
Диск вышел уже давненько, полгода назад, однако был обнаружен только сейчас, и я уверен, что он заслуживает вашего внимания. Новый альбом получился крайне разнообразным. Это касается как лирики, так и музыкальных решений. Однако все композиции диска объединяет их яркая насыщенность. Уже пятый полноформатный альбом выпустил еще один замечательный коллектив из Германии. Команда исполняет мощный, можно сказать, эпический мелодик дэт-металл с элементами фолк и блэк. В своих треках музыканты затрагивают темы мифологии, язычества и фэнтези, а в более поздних альбомах углубились в вопросы личного и социального характера. Новый релиз группы получился реально зачетным и вышел на 2 дисках. На первом представлены 10 композиций на немецком языке, а на втором их англоязычные версии. И еще одна группа, представляющая Германию, выпустила новый полноформат. Это дебютный диск парней, исполняющих достойный альтернатив-металл с элементами прогрессив. Плотное звучание рифов, мощный, местами прифанкованный бас, приятные ритмические сбивки и подходящий ко всему этому вокал. Одним словом, отличный дебют. А следующая команда уже многим известна. Мы рассказывали о втором полноформате этой группы в октябре прошлого года. Напомню, это американский проект, исполняющий модерн хард-рок с примесью альтернативы. И сейчас музыканты выпустили новый мини-альбом, который получился ярким и очень интересным. В чем можно было и не сомневаться. Ну и напоследок одна из моих самых любимых молодых команд на отечественной сцене. Да, это долгожданный второй полноформатный альбом петербургской альтернатив-рок группы The Tell. Звучание команды на новом диске заметно изменилось. Появилось много олдскульных хард-роковых элементов, добавились необычные экспериментальные решения. Местами немного грустный, но в целом позитивный и очень эмоциональный альбом. А на сегодня это все. Наши партнеры: Агрессивный рокер, Рок Изок, Рок Релиджен, Институт рокеров, Институт благородных рокерш и Рок Мем. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!